Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, зачем вообще нужны отношения между мужчиной и женщиной, кто это придумал, от чего это пошло, как это было, естественно это, неестественно, нужно это вам или нет. Вот мы ходим где-то в общественных местах на улице, смотрим на пары или семьи, да, может быть кто-то задает себе вопрос, а я нормальный, если мне, например, не хочется этого, от чего это идет, ну и в общем так далее. У меня в детстве была игра «Моя семья», я ее очень любила, у меня, кстати, она до сих пор есть, и там со школы, ну, как по типу цивилизации, несколько игроков, карточки, и вы строите семью, то есть тоже есть какие-то деньги, то есть сначала отношения, там свидания, потом уже семья, рождение ребенка, покупка машины, автомобиля, в общем, все нужно что нужно для семьи, да, там и золотая свадьба, потом сначала серебряная, потом золотая свадьба, и, по-моему, на свадьбе заканчивалась. Ну, я точно не помню. Ну, и, наверное, есть понимание вот это у каждого человека, да, практически, когда ты должен встретить своего человека по жизни, мужчину или женщину, у вас будет любовь, потом будет продолжение этой любви ребенок, и потом уже этот ребенок вырастет, ну, вы будете воспитывать его, и уже потом будут внуки. Да, все это параллельно еще с работой, и вы при этом должны быть счастливы. Как в комментариях мне кто-то пишет, что мужчина никому не должен, он должен быть только счастливым. Я думаю, что на самом деле все должны быть счастливы, просто сейчас так система выстроена, что все становится гораздо сложнее, ну и семью сейчас все сложнее и сложнее создать из-за разных аспектов. Помните, как в романе антиутопическом «О дивный новый мир» в антиутопических романах писалось о безрадостном будущем человечества, и там есть такие строки, что зачем вам вообще отношения, зачем вам эти драмы лишние, зачем вам эти переживания, вот там вот писалось о том, что нет искусства, да, нет чего-то прекрасного, на которого обычно равняется человечество, а есть индустрия развлечения, то есть человек должен только развлекаться и должен получать удовольствие. И если человек не получает это удовольствие, то есть какая-то, ну где-то взгрустнулась, да, есть волшебная таблеточка, которая спасет от плохого настроения. Я уже говорила о том, что современное общество, да, поколение молодое, инфантильное, эгоистичное. То давайте разберемся, да, как это было, как вообще было раньше. Вот сейчас либерализм у нас приходит с Запада. Он, конечно, не такой активный, как на Западе, да, но тем не менее. Вот это вот номер один, главная ценность — это свобода и права человека, что человек уже вплоть выбирает, что он хочет, вплоть до пола. И в связи с этим можно увидеть ролики, где прям целые иностранные семьи приезжают в Россию. Они приезжают сюда, потому что у нас сохраняются вот эти вот семейные ценности, именно понятие вот этого вот человека, человеческих ценностей, оно остается пока еще. Я очень надеюсь, что так и будет, и что мы будем, наоборот, сейчас оздоровлять наше общество. Но у меня есть такая надежда на это. То есть получается, что у нас сейчас из разных стран приезжают к нам, а мы не хотим строить отношения. Изначально меня очень интересовал вопрос, как вообще появился мужчина и женщина, да, ну понятно, что все, там, многие думают, что все помнят про Адама и Еву, про ребро, некоторые думают, что мы от обезьян произошли, да, ученые делятся на разные мнения, и кто-то говорит, что говорил, что есть какая-то клетка, какое-то там деление клетки происходило, потом эти клетки соединялись, в общем, там разные какие-то варианты, как произошли люди, но тем не менее не зря создали именно мужчину и женщину, дали и мужчину, и женщину, что это обязательно были разные пола, да, для продолжения рода. Зачем нужно продолжение рода? Ну, во-первых, каждое поколение, оно несет в себе какую-то информацию. И от первобытного времени мы уже пришли к настоящему, когда мы уже и говорить можем, да, и писать, да, до настоящего времени, когда у нас практически есть все. Ну и вот эта вот традиция, которая пошла брать фамилию мужа, то есть она вступала в род мужской, вот, то есть именно женщина
а не мужчина. И они уже как бы делили какие-то общие задачи этого рода, уже женщина делила вместе с этой семьей. Ну и раньше была основная цель женщины — это рождение материнства, рождение ребенка. Да? Помните, у нас там со школы были эти дерево вот этой родословной, которой мы там бабушка, дедушка, правнук и так далее, то есть это вообще целая история. И это считается очень важно, когда человек знает свой род, понимает, откуда он и так далее. И вообще раньше же было большое количество детей, то есть рождали, ну, во-первых, там контрацептивов, да, когда-то в какое-то время там не было. 10 могло быть в семье, 11, 12, 15. Ну, какая-то была смертность детей высокая в то время. Вот. Потом, чем больше детей, тем больше давали земли, соответственно, люди могли лучше жить. Плюс ребенок рассматривался как помощь старшему поколению, вот, и как, знаете, как в Китае, да, вот там более 30 лет, насколько я знаю, преимущественно рождались только мальчики. Вот, то есть как считалось, что девочка, она все равно уйдет из семьи, а мальчик, он в старости поможет. Уже потом. Ну а сейчас люди все больше и больше как понимают, что ты просто полжизни кладешь на то, чтобы там, ну, женщина мужчину не понимает, да, это сложно строить отношения, там эта семья сейчас очень затратная, это дорого, семейный проект, он как-то рушится на глазах, и потом ребенок все равно уходит от тебя. И поэтому вот вопрос тогда, а зачем мне все это нужно? То есть чем наполнен человек, да, как сейчас модно говорить, что в него вшито, то он и транслирует в жизни, и поэтому кто-то свою жизнь не представляет без отношений, поэтому кто-то абсолютно спокойно живет себе или там эти child-free выбирает, да, без детей. Вообще есть такое понимание, что мужчина и женщина встречаются для какой-то общей задачи. Они ее решают вместе, и по отдельности они бы не смогли это решить. Поэтому они в союзе работают над собой, потому что отношения, конечно, это большая работа. А в связи с тем, что люди сейчас хотят больше получать удовольствие, они понимают, что как бы, ну, выхлопа, да, никакого нет от отношений, они ничего от этого не получают. И все очень, конечно, влияет все на человека, как можно проследить, как все меняется, да, как только меняется какая-то идеология, система ценностей, меняется также и человек. Отношения между мужчиной и женщиной, оно может складываться по-разному. Да, то есть каждый, кто какой опыт проживает, кто проживает счастливый опыт, он, конечно, может посоветовать. То есть, когда с нами что-то счастливое происходит, мы это советуем. А когда у нас печаль от чего-то, то, конечно, мы, скорее всего, не будем это советовать другому человеку. Поэтому здесь все зависит от нашей осознанности и от того, как мы умеем проживать какой-то опыт. Конечно, отношения должны строиться на любви, когда вот ты встречаешь человека и понимаешь, что вот это он, у тебя сердце как-то откликается, да, или не с самого начала, но потом возникает между вами любовь, это непередаваемые чувства, это вот нужно почувствовать. То же самое, если 5-летний ребенок будет стоять и петь песню про любовь, ну, вряд ли ему кто-то поверит, потому что он никогда этого не чувствовал. Поэтому, если вы когда-нибудь чувствовали это, то, возможно, вопрос о нахождении своей второй половинки после этого исчезнет. Да, но у всех иногда бывают разные задачи в отношениях. А второй момент, кто-то решает там вопрос одиночества, думая, что другой человек скрасит это, хотя это большая ошибка. Ну и дальше там по списку, да, какие-то моменты, когда нужно какой-то, не знаю, там жить вместе, это там удобно, вот, и все остальное. В заключение хочу сказать, что не зря я сегодня говорила о романе «Дивный новый мир». Это будущее описано в
котором возможно, это будущее, которое, возможно, может наступить, да, не дай бог, что называется. Но вот этот мир, в котором мы живем, искажение человеческих ценностей, искажение того, что на самом деле нужно человеку, и как бы, знаете, человеку свойственно ошибаться, и как бы здесь не ошибиться. В отношениях мы раскрываемся, мы проявляем заботу. Отношения учат в том числе меньше становиться эгоистом, больше думать о другом человеке. Поэтому для тех, кто заинтересован в своем росте, можно, конечно, и без отношений быть счастливым, но и в отношениях тоже можно быть счастливым. Просто в отношениях это тяжелее сохранять. То счастье, которое можно обрести с женщиной, я думаю, что то счастье, которое можно обрести со своей второй половинкой, его ни с чем не спутать, и оно не похоже на другие какие-то радости, которые нам приносят в жизни какие-то другие вещи. И есть два пути сейчас в жизни. Это строить отношения, создавать семью или нет. У каждого есть свой выбор. Вот такое вот видео сегодня. Увидимся уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока.